Добрый день, мои дорогие любители вязания. Мы с вами сегодня продолжаем работать над кофтой, в которой такой вот узор, да, и вот такой квадрат. Этот квадрат, который я сегодня буду разбирать, я специально будем разбирать мы с вами вот с этой ниточки. Это у меня вискоза. По толщине я не знаю, потому что это стоковая пряжа. Мы с вами разбирали с вискозы вот этот узор. Именно кофта, сочетание этого узора и этого квадрата. Ну и у нас был с вами урок по поводу вот этого узора. Мне ощущения таковы, что они вроде бы похожи. Даже они не похожи, как я говорю. О них похожа схема вязания. Чуть-чуть. Ну а сегодня вот этот квадрат. Он настолько красив. Когда-то, по-моему, я уже его разбирала, но так как у нас идет кофта, поэтому мы его разобрали еще раз. Да, даже просто если мы соберем изделие из этих одних квадратов, будет смотреться прекрасно. Итак, приступим. Начнем мы с вами. Первая воздушная петелька и 13 воздушных. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Я делаю накид. И теперь считаем, не считая петлю на крючке. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. В седьмую петлю я захожу и вяжу столбик с одним накидом. Одна воздушная петелька, накид. На цепочке мы с вами пропускаем одну петельку, заходим во вторую, столбик с одним накидом. Одна петелька, одну петлю пропустили, зашли во вторую, ой, не сделала столбик с одним накидом. Вот так, одна петелька, накид. У нас как раз одна пропускается, и в последнюю петлю вяжем столбик с одним накидом. Вот так у нас начался первый ряд. Второй ряд. Мы с вами поворачиваем наше вязание. 1, 2, 3, 4. Накид. Вершину нижнего столбика, столбик с одним накидом. Одна воздушная петля, накид. Заходим в вершину следующего столбика, столбик с одним накидом. Одна воздушная петелька, накид и следующий столбик, воздушная петелька, накид. Здесь мы с вами одну петлю пропускаем, во вторую столбик с одним накидом. Вот у нас уже два ряда столбиков, да, и получилась такая сетка. Но у нас в самом мотиве 3 таких ряда, поэтому 1, 2, 3, 4. Я повернула вязание, накид, и мы с вами опять вяжем такие же столбики через одну воздушную петлю. В итоге мы с вами, получается, вот связали такую сетку. Видите? Теперь будем обвязывать эту сетку. Я сразу же завершила вязать. Я сделала одну воздушную петельку подъема и под вот этот столбик, это высота столбика 1, 2, ну и столбик, сам третий столбик у нас. Теперь то же самое в следующий. 1, 2 и вот столбик 3. Теперь вот с этой точки мы с вами связали 3 столбика, да, я теперь вяжу 1, 2, 3, 4, 5, 6. Повернула вязание. Мы с вами пропустили один столбик, во второй столбик зашли. Давайте свяжем
столбик без накида. Повернули вязание. У нас, видите, получилась вот такая вот петелечка. И мы сейчас с вами эту петельку будем обвязывать. Зашли в саму петельку, столбик без накида. 1, 2 и вот 3. Подтянем и теперь вяжем пико. 1, 2, 3. Зашли в вершину столбика и связали пико. Заходим опять в эту петельку. 1, 2, 3. Мы с вами должны как бы оказаться на вершине этой петельки. 1, 2, 3. Это пико. Вот так. Теперь опускаемся на опять нашу большую петельку. 1. Тут хвостик нам немножко мешает. 2, 3. Опять пико. 1, 2, 3. Опустились и сюда. И теперь последний набор из 3 столбиков без накида опять под вот эту нашу дополнительную петлю, которую мы связали. Вот так. Сейчас посмотрим. Видите, получается, я связала вот такую вот петельку. Таких петелек у нас должно быть 4 на каждой из сторон. Теперь опускаемся на вот нашу как бы сетку, и я вяжу 1 столбик без накида. Следующий мы спрячем с вами этот хвостик. 2 и 3. 3 столбика связала. Теперь 1 столбик у нас для поворота угловой, и под поворачиваем. Теперь опять вяжем 3 столбика без накида. Это же они идут у нас на другую сторону нашей сетки. Видите, вот мы повернулись. Далее связали 3. Связали мы. Далее мы переходим под арку. Я вяжу столбик без накида 1. Можно взять под арку, можно вязать столбик. Еще 1 столбик. Опять под арку столбик. Смотрите, мы с вами находимся как бы по центру. Видите, вот у нас 1, 2, 3, 4. Вот между этими двумя у нас должна получиться вот такая вот петелька. То есть вот связала я столбик без накида под арочку. И отсюда мы с вами вяжем 1, 2, 3, 4, 5, 6. Повернули вязание. Через 1 столбик заходим во 2. Можно связать соединительную или столбик без накида. Опять повернули наше вязание. Я захожу под вот эту уже образовавшуюся петельку и вяжем 1, 2 и вот 3. Пико. 1, 2, 3. Зашли в вершину и связали. Это наше первое пико. Теперь мы его подвинем, чтобы у нас получилось по центру 2 и 3. То есть все арки, как я уже сказала, все арочки будем вязать одинаково. 3 столбика связали, 3 воздушных петли и пико. Так продолжаем, вяжем 3 пико. Обошли мы с вами, связали нашу вот эту такую арку с пико, и теперь опускаемся и вяжем дальше наши столбики без накида. При этом я прячу еще хвостик, если он у вас есть, тоже есть. Мы зашли в угловую арку. Здесь мы с вами вяжем 1, 2, 3. Так, еще одна петля, это угловая, и 1, 2, 3, 1, 2, 3. Мы с вами опять переходим. Видите, просто
смысл вот в чем. Здесь у нас по центру этой стороны, а здесь у нас по центру этой стороны. Здесь 3, а здесь 4 ячейки. То есть вот в этой части мы с вами вяжем точно такое же пико, а с этой стороны такой же. Смысл вам понятен, да? То есть мы опять-таки сейчас с вами переходим, вот, допустим, столбик, столбик без накида 1, сюда 2. Так, вот смотрите, 3 столбика связали, и теперь опять 6 воздушных петель. 2, 3, 4, 5, 6. Повернули вязание. Через один столбик зашли в следующий. Тут вы сами решаете, столбик без накида или соединительный. Опять повернули вязание. И вот в эту нашу большую петельку заходим и опять вывязываем столбики без накида и пико. 3 пико у нас должно быть с одной стороны, по центру и с другой стороны. 1, 2, 3. Итак, связали мы с вами вот третью нашу, да, дошли до уголка, опускаемся. И теперь я вяжу 1, 2, 3. Вяжу угловую и 1, 2, третью можно вязать даже сам столбик, да, вот так вот. И опять переходим сюда, столбик без накида, следующий столбик без накида, столбик без накида. А тут мы с вами помним, да, что оно, видите, как он должен находиться по центру. Значит, уже с этого столбика мы опять с вами вяжем 6 петель и вывязываем вот такую вот петельку. Связала я последнюю, 4-ю нашу арку, да, обвязали ее с пико. Теперь смотрите, я опустилась, связала 3 столбика. Здесь у меня была петелька подъема, я захожу в нее, вяжу соединительную петлю. Таким образом мы с вами завершили этот ряд. Вот так вот. Теперь у нас вот есть следующий ряд, который мы будем соединять наши углы и пико. Давайте начнем и поговорим сразу же. Я взяла, беру 2 петельки подъема и 5 петель. 1, 2, 3, 4, 5. Захожу в первое пико, в угловое, и вяжу столбик без накида, то есть соединяюсь столбиком без накида. Вот так. Теперь 7 петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Пропускаем центральную, заходим в следующее угловое пико. Или боковое, правильнее сказать, да? Вот так. И теперь у нас идет соединение с углом. Мы здесь с вами вязали. Но что получается? 1, 2, 3, 4, 5. Как бы на схеме показано, что мы с вами вяжем просто столбик без накида. Но тогда какое-то у меня такое ощущение, что немножко коротковат этот столбик. Я предлагаю связать полустолбик. То есть сделать накид, зайти в центральный столбик и вот так вот провязать и накид, и петлю. Для того, чтобы наш столбик был чуть-чуть повыше. Теперь 1, 2, 3, 4, 5. Заходим в первое боковое пико. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Заходим во второе боковое. Вполне возможно, что даже может быть и вот этот столбик, можно даже вязать столбик с одним накидом, чтобы он не так сильно западал. Здесь я вязала, но за счет, видно, того, что не так плотно, у меня здесь полустолбик, видите, он как бы ровный был. Хотя здесь у меня еще нет обвязки этого квадрата. Мы с вами в этом варианте сделаем обвязку. Итак, вы поняли, да? Угловая арка 7, а все остальные арочки по 5 воздушных петель. Обошли мы с вами
И теперь последние 5 воздушных петель я захожу во вторую петельку подъема и закрываю этот ряд. Теперь смотрите, в каждую арку мы будем с вами вязать по 5 столбиков без накида. Но еще при том пико. 1, 2, 3. Это у нас центральный как бы будет столбик. Над ним мы с вами вяжем пико. Опускаемся. 4, 5. Угловая арочка. Проходим. 1, 2, 3. Пико. 1, 2, 3. Пико. Теперь опускаемся. Вяжем 1, 2 и вот 3. Это будет центр. 1, 2, 3. Пико. Опять угловая арка. 1, 2, 3. Следующее пико. 1, 2, 3. И еще 2 столбика без накида. 1, 2. И мы переходим с вами на арочку из 5 воздушных. 1, 2, 3. 3 воздушных петельки. Это будет пико. И еще 2 петли, вернее 2 столбика. 1 и 2. И переходим на следующую арку. Итак, вы поняли принцип нашей обвязки квадрата. Итак, я обошла все по кругу, связала наши столбики и пико. Я не показывала, как соединяются 2 квадрата. Это видно на схеме. Я показывала уже не единожды. Мы соединяемся через вот эти вот пико. То есть вяжем 2 воздушных, ответное пико и присоединяемся. На этом у меня нет такой возможности сделать. Ну, а второй как бы я уже не стала вязать. Почему? Потому что я думаю, что это очень просто. Вот, пожалуй, все, что я сегодня вам хотела показать и рассказать. То есть этот квадрат у нас к не этой, а вот этой кофте. Да, в первых видеокадрах вы видели. Ну и не только этот квадрат, очень сам по себе самодостаточный, его можно применять в достаточно многих изделиях. Поэтому на этом моменте с вами прощаюсь. Понравилось? Ставьте лайки, подписывайтесь. Вам творческих успехов и до скорых